Всем привет! С вами снова AG Daily, и мы продолжаем тему эмиграции. Всем привет! На этот раз мы рассмотрим тему, почему у эмигрантов часто падает самооценка, как с этим бороться, и как с этим боролись мы. Потому что, как известно, после переезда в новую страну часто ваш статус обнуляется, жизнь обнуляется, и приходится начинать все сначала. Итак, какие сначала причины для этого всего есть? Да? Разберем их. Основных 5 причин. Первый пункт – это потеря социального статуса. То есть дома вы были кем-то, у вас была хорошая работа, сюда вы приехали и сделали не то, что шаг назад, вы упали на какое-то, можно сказать, дно и пытаетесь с него выбраться. Но не стоит расстраиваться, с этим сталкиваются, наверное, 95% всех иммигрантов. Часто, когда ты приезжаешь в новую страну, у вас нет знания языка, допустим, и в вашей работе, в вашей должности приходится опускаться на ступени, иногда на 2 ниже, чтобы дальше потом догнать этот уровень. Я недавно смотрел свои фотографии, да, и по поводу этой самой работы и вообще социальной жизни, конечно, взгрустнул немножко по тем временам. Но здесь какие-то другие уже начались времена, и по-своему здесь тоже хорошо. Следующий пункт – это, конечно же, языковой барьер. Мы много раз поднимали эту тему. Когда ты элементарно, не зная языка, не можешь выразить свои мысли, чувствуешь себя каким-то глупым и будто немым, хотя ты уже взрослый, образованный человек, у многих семьи, например, есть, а ты элементарно не можешь ответить на какие-то вопросы, поддержать беседу. Это тоже очень бьет по самооценке. Да, и когда мы сюда приехали, несмотря на то, что мы учились, и все равно для того, чтобы где-то путешествовать, нам нужна была другая работа подработки. И я много довольно-таки попробовал различных работ и подработок. И из-за того, что языка практически не было, и он был на таком очень печальном уровне, то и работа была соответствующей. И тогда я себе сказал, что, конечно, я буду максимально пытаться выбраться из этой ситуации, чтобы мне не надо было, в принципе, ходить ни на какие подработки, чтобы мне хватало только основной работы и ее зарплаты. Но, как я уже сказал, было так, что Ира училась, я работал, и, соответственно, денег конкретно не хватало в те времена, и приходилось довольно непросто. И язык, конечно же, начал я сильно подтягивать именно на работе, потому что то, что вы получили базу здесь в обучении, это вам не хватит ни для обучения в университете, это вам не хватит ни для работы. То есть вам надо интенсивно еще дополнительно читать, смотреть фильмы на немецком, как мы уже это все много раз говорили, и саморазвитием, можно сказать, заниматься в плане вашего языка, иностранного языка. Следующий пункт – это социальная изоляция. Конечно, в вашей предыдущей стране, в вашей родной стране у вас был очень большой круг общения, который вы накапливали годами, начиная со школы, с университетов, работы, знакомые, знакомые знакомых. Когда приезжаешь в новую страну, у тебя снова этот круг общения часто равен нулю. Либо многие приезжают уже к каким-то одному знакомому, дальнему родственнику, друзьям. То есть он очень-очень узкий, этот круг знакомых. И это тоже бьет очень сильно по самооценке, когда раньше тебе помогали друзья, знакомые решить какие-то вопросы, подсказывали, а теперь у тебя просто не у кого спросить. Тебе приходится совсем разбираться самому, совсем новым, какие-то проблемы, возможно, решать. И просто элементарно даже проводить какое-то свободное время и поговорить с кем-то по душам, скажем так, и общие проблемы обсудить. Бывает, что не с кем в начале этого пути. Поэтому это тоже очень сильно бьет и по самооценке, и просто по самочувствию даже, да, моральному. И как мы уже заметили, все-таки из друзей у нас почти все друзья русскоязычные. Так уж сложилось, что даже за 10 лет у нас нет друзей, которые именно немцы, с которыми мы прям так хорошо сдружились, как с русскоязычными. Не знаю, смотрите это как, может, парадокс, либо как факт, уже пускай смотрит каждый себя, но это просто вот то, что мы заметили из своей жизни. И следующий пункт – это культурный шок. Когда вы совершаете какие-то мелкие ошибки,
в их правилах, обычаях немецких, и чувствуете такой стыд за это или какую-то вину, что вы вот взрослый человек и там чего-то не знали, например, и выглядели, может, в какой-то ситуации достаточно комично. У нас так вначале было, по крайней мере у меня, когда знание немецкого еще было очень на низком уровне, мы только недавно приехали, и часто в магазинах на кассе же здесь говорят, там вот такая-то сумма вам к оплате, и потом спрашивают, нужны ли вам пункты, хотите вы там еще что-то. Я абсолютно не понимала, что меня дальше спрашивают. И я всегда говорила либо да, либо нет, и все. И так смешно, они там меня спрашивают, или они спрашивают, допустим, какой у вас индекс, вот в Икее бывает такое, когда вы покупаете какую-то продукцию, говорят такой-то счет, скажите ваш индекс. Я такая, да. И они сидят и смотрят, что да. То есть они ждут, что я им назову индекс, например, а я не понимаю, что они спрашивают. Вот такие неловкие ситуации часто бывали. Или когда вы, может, немного неуместно оделись на какое-то мероприятие. Вы думали, что будет празднично, вы оделись очень празднично, нарядно, приходите, а там все в свитерах, в джинсах, или там в футболках. Такое тоже все возможно, но это все проходит со временем. Да, в зависимости от фирмы, на которой вы работаете, конечно, там может быть различный дресс-контроль. Но мы работали в фирме, где работало даже 1000 человек, и там на рождественское мероприятие, ну, реально приходил кто в чем хотел, просто там не было такого, что какой-то есть строгий дресс-код, что меня тоже удивило. Ну, потому что фирма была интернациональная, много было индусов, еще кого-то, поэтому тут дело такое. Или у тебя, когда ты приходил, ты принципиально всегда ходил на работу в рубашках, например, да. И когда первый раз Ваня устроился на работу, он пришел там в первый или второй день, его спрашивают, у тебя день рождения сегодня? Да. Вот такой, да, такой момент бывает. А теперь мы разберем 7 пунктов, как же с этим бороться, с нашей падающей самооценкой в эмиграции. Некоторые пункты мы сами используем, некоторые мы используют наши знакомые, например, либо в целом они могут вам помочь. Первый пункт. Очень важно, чтобы у вас была какая-то ваша зона комфорта, потому что в чужой стране, конечно же, все чужое, простите за тавтологию, да, магазины могут быть другие, правила другие, люди другие. И вот ваш организм постоянно находится в состоянии стресса, потому что для него все новое, все чужое. И очень важно в этот момент создать хотя бы дома какой-то вот такой ваш уголок комфорта, где вы можете расслабиться, и ваш мозг будет получать информацию: здесь безопасно, здесь мне все знакомо. Просто окружите себя очень знакомыми, какими-то любимыми вещами, созванивайтесь с друзьями, например, с вашей родины, готовьте вашу еду, которую вы привыкли есть дома, не обязательно сразу переключаться на все немецкое, например. Это очень помогает вашему мозгу отдыхать. Вот. Ну, я здесь согласен, конечно, с вопросом вашего жилища. Мы уже в каком-то из наших видео, самых первых, уже говорили, что ваше жилище – это ваша крепость. Да? Если оно даже съемное, вам неизвестно, сколько вы будете в этом жилище жить, в этой квартире, в этом доме. Ну да, это жилище, это что-то для вас должно быть теплое, красивое и так далее. Да? Если вы заезжаете даже в съемное жилье, потому что в Германии в целом люди очень долго живут в съемных квартирах. Здесь нет такого, что вы здесь год пожили, потом переехали, потому что это огромная проблема с документами, огромная проблема с переездами. Потому что в Германии все квартиры сдаются пустыми. Да. И часто вам обустраивать ее приходится полностью с нуля. Даже если вы берете свою же мебель, это большой труд перевести всю эту мебель. Иногда у вас кухни даже нет, например, в новой квартире. Ее приходится заново покупать, устанавливать. Да, это колоссальные... деньги и колоссальный труд. Да. Мы как-то ставили уже сами кухню. Я сказал, что это последняя кухня, которую ставлю. Мы реально 2 недели потратили. Ну, кухня получилась красивая и функциональная. И почему мы потратили столько времени? Потому что там не было подключения к моющей посудомойке. И пришлось там немножко переделывать все, и из-за этого все затянулось, пришлось столешницу резать там индивидуально, и, конечно, там надо было определенные инструменты, но мы сделали, да, спасибо большое мужу моей сестры, он тогда очень сильно нам помог, он, в принципе, нам сильно везде помогает, и помогал, и моя сестра тоже, и
когда вы переезжаете, скорее всего, может и не быть кухни, да, особенно если только какой-нибудь был чистовой ремонт сделан, и покрашены стены, помененный пол. Особенно это бывает, если не частник сдает, а какая-то фирма. Скорее всего, там ничего не будет. И когда вы будете уезжать, в таких фирмах в чем минус, что может даже и не получиться кому-то сдать. То есть вам надо будет эту кухню все-таки полностью продавать, вырывать, выкидывать и так далее. И во всем этом плане это всегда проблематично. Это, кстати, во многих странах европейских такое. В некоторых, например, там в той же Португалии или еще где-то, то, скорее всего, там будет кухня. Но есть также много стран, где сдается все-таки пустая квартира, потому что, когда вы заезжаете туда, говорится, на вкус и цвет фломастеры разные, скажем так, поэтому человек, когда заезжает, он смотрит на вашу кухню, для вас она была самая крутая, самая красивая, а он скажет, что это за мусор у вас здесь, выкиньте его, пожалуйста. Я, кстати, так одному сказал на позапрошлой нашей квартире, который там умничал, что я там то не хочу, я это не хочу. А потом, когда уже мы получили подтверждение от хозяйки, я сказал вообще все выкинуть в мусорку за его счет. Вот, и по итогу он от меня вообще нисколько денег не получил. Но, как я уже сказал, вы сначала это все обустраиваете у себя в квартире, да, если вы заехали, у вас не покрашенные стены, купите за 20 евро огромную 15-литровую ведро с краской на водяной основе и покрасьте стены. Это будет стоить вам ровно там 15, 20, 25, 30 евро, неважно. Потому что я сказал, вы не знаете, сколько будете жить в этой квартире. Может, вам повезет, и вы переедете в лучшую квартиру, в другой город, в другую страну или еще что-нибудь. Но пока вы живете здесь, это должно вам приносить, нахождение в этой квартире, приносить вам удовольствие. Как, например, в нашей, да, эта квартира не идеальная, и по нашим меркам, конечно, она где-то далеко-далеко от нашего идеала, но тем не менее мы там что-то подкрасили, подделали, убрали там в ванне плохой силикон, который там пожелтел, почернел и так далее. Ну и вот уже не спеша, хотя мы не собирались здесь жить долго, уже прошел год, уже ближется 1,5 года, как мы в этой квартире. И пока каких-то перспектив поменять квартиру, ну, я, честно говоря, не вижу, поэтому мы живем, привыкаем здесь, уже, конечно, глаз замылился, как говорится. Есть такая фраза: нет ничего более постоянного, чем временное. Да. Когда ты думаешь, вот я ничего не буду делать, мы совсем ненадолго. Потом это ненадолго затягивается, и ты в этом все равно продолжаешь жить, и, конечно, привыкаешь. Поэтому надо, чтобы тебя окружали хотя бы вещи, место, которое тебе нравится. Мы когда сюда переехали, я тоже очень долго и плотно общался с друзьями, которые у меня остались. Там мне было очень много друзей, абсолютно, наверное, их много сегодня. На сегодняшний день их уже много по всему миру, но тогда они жили там, где мы были. Я каждый день общался с ними, узнавал какие-то новости. Но спустя какое-то время я понял, что общение со старыми друзьями, да, которые остались там, и они никогда не уедут оттуда, либо уедут в другую страну, но оно не приносит для меня лично никаких, скажем так, плюсов. И наоборот, оно мне мешало в интеграции. То, что я здесь не искал новых друзей, а мне хватало то, что я мог там позвонить по видеосвязи, да, там даже было такое время, что мы могли там вечером, давайте, что вы там делаете, мы пиво пьем, давайте вместе там пиво пить, и это занимало, конечно, огромную часть, во-первых, времени, а во-вторых, не приносило абсолютно для меня никакой пользы. И Ира сказала, да, можете созваниваться с одной стороны, это вам будет помогать, а с другой стороны, оно здесь не будет вам помогать в интеграции. Поэтому, если вы хотите, можете также найти русскоязычных друзей, найти общие интересы. Неважно, будете выходить в футбол играть, в волейбол, ходить на плавание, ходить на озеро, на речку какое-нибудь, может, вы поедете на Новый год куда-то вместе, потому что много групп с соотечественниками, скажем так, где они часто куда-то собираются, очень часто собираются на 1 мая на шашлыки, и там уже искать какие-то контакты. Как я уже сказал, с немцами контакт возможен, но, точнее не с немцами, а вообще где, в какой вы стране живете, возможен контакт, но у вас должен быть уже такой уровень языка, который может этому способствовать. А когда вы не можете, конечно, 3 слова связать,
с вами просто поговорят на какую-то общую тему, скажут, да, привет, привет, как дела, хорошо, ну и все на этом. То есть вы не можете выразиться, то, что вы хотите сказать, а человек вам что-то рассказывает, вы будете просто тупо кивать, и единственное, что вы будете отвечать да или нет, или, ну, возможно, там, или еще что-нибудь, ну, тоже как-то неправильно. Поэтому, конечно, первое время будет так, что вы будете общаться сначала со своими соотечественниками, но потом это будет постепенно переходить уже с людьми, которые уже живут в этой стране, живут либо рожденные, ну, в общем, скажем так, с иностранцами. Переходим к следующему пункту. Ты на самом деле в этом пункте сразу два следующих уже затронул, рассказал частично о них. Первое — это такое менторство наоборот, когда вы находите людей, которые немного дольше, может быть, здесь уже живут, либо намного дольше здесь живут. Тоже, возможно, говорят на вашем языке, да, и вы у них можете чему-то поучиться, перенять их опыт, когда на их примере вы видите, что все возможно, что они вот достигли то-то, то-то, что они живут так-то, так-то, что вы у них можете почерпнуть что-то, чему-то научиться. У нас так было, например, тоже когда мы нашли друзей, когда мы жили еще в Брауншвайге, это были люди, к которым нам хотелось тянуться. Это люди, к которым ты тянешься выше, когда ты растешь, смотря на них. Это очень помогает в интеграции. Когда ты видишь, классно, вот я с ними общаюсь, я узнал то, я стал там лучше, выше и так далее. Это очень помогает. И следующий пункт, тоже, который ты затронул, это общее времяпровождение и занятия спортом. Здесь это тоже достаточно развито. Во-первых, спорт помогает также переключить твой мозг, помогает ему отдохнуть. Например, здесь ты тоже нашел знакомых, с кем Ваня и с нашей дочкой вместе ходят в теннис играть. До этого ты ходил в футбол, например, тоже играть. То есть спорт — это как один из методов снижения вот этого стресса. И особенно, если вы знакомитесь с теми же немцами или другими иностранцами, это уже общая тема у вас для разговора, какое-то общее хобби. Так что тоже берите себе на заметку и в копилку. Да, ну, тем, чем мы сегодня занимаемся, можно сказать, тоже менторство, потому что, как я уже сказал, когда мы сюда приехали, по факту не было ни интернета, ни каких-то статей, ни на YouTube вы ни одного видео не нашли бы, ни групп в WhatsApp, потому что никаких WhatsApp и групп в них не было. Это сегодня, как я это вижу, это просто детский сад, сравнимо с тем, что было раньше. А те люди, которые, наверное, приехали еще там в 90-е, они скажут, да, и в ваше время было легче, в наше вообще было капец, надо было с дубинкой идти, убивать мамонта, чтобы с кем-то познакомиться. И в этом плане, конечно, сегодня вообще все очень просто, можно найти помощь. Вы только пишите в группу, даже если вы хотите кого-то найти при переезде, помогать, пишите, ищу помощника, плачу там 20, 50, 30 евро и помогите мне с переездом. Ну, откликнуться минимум 3-4 человека, по крайней мере, у нас так было, и это большая помощь. Когда мы сюда приехали, мы просто как две, бешеные собаки таскали эти вещи на своем горбу, и никто, ну, кроме родственников, не мог помочь нам, да. Но когда ты не знаешь элементарно, как тебе в строительном магазине краску, обои какие-то купить и так далее. Да, да, и потому что не было ни переводчиков тогда нормальных, не было Google переводчиков в то время, потому что... Он был, но он не был голосовым, что но он не был и голосовым, тебе да. все автоматически переводит. То есть сегодня, да, вы сфотографировали, он сразу все перевел, вы сказали, он перевел. Ну, настолько все проще стало и настолько легче, что вообще это даже, можно сказать... нельзя сравнить даже. И поэтому мы стараемся также людям в наших видео и, в принципе, когда позвонят мне там или Ире, мы стараемся всем помогать в меру наших возможностей, потому что мы просто вспоминаем себя, как нам было тяжело. И, ну, в принципе, да, это не сложно для нас, но это большая помощь для других людей, которые, ну, просто воткнулись в эту стену и не могут никак из нее выбраться, потому что, ну, Германия, вот где мы сегодня живем, и в принципе любая страна в эмиграции, да, это сложная страна, это сложности, это не то, что вы привыкли видеть, и даже когда мы переезжали, было мне лично очень тоже сложно, всегда хотелось домой, была такая тоска, не понимал, что я здесь делаю, где мое будущее здесь, да, то есть у меня было такое, что я сижу, я просто понимаю, что где я нахожусь и туда, куда я хочу прийти,
между этими двумя пунктами, да, на карте, ну, просто вечность. Просто вечность, которую я никогда не преодолею. Ну, вот спустя время, да, мелкими шажками как-то куда-то дошел. И, в принципе, все хорошо в этом плане, да. И мы подошли к следующему пункту. Ты о нем, опять же, начал уже говорить. Когда ты находишься в эмиграции, особенно первые годы, у тебя наверняка есть какая-то цель, да, найти хорошую работу, там, я не знаю, взять ипотеку на дом, что угодно, гражданство получить. И сначала кажется эта цель, ну, настолько неподъемная, это просто вершина какой-то горы, а ты стоишь у подножия и просто не можешь вот оттолкнуться, да, от этого дна, можно сказать, и не знаешь, как тебе туда дойти, особенно когда мало знакомых, здесь не очень хорошие знания языка. И очень важно в этот момент не ставить сразу большую цель, а разбить ее на маленькие кусочки. Да? Как говорят, съешьте слона по кусочкам, разбейте ее на маленькие части, на те, которые вы можете осилить за вот определенный промежуток времени, который вы себе установите. Допустим, сначала один уровень знания языка, другой уровень знания языка, или поиск работы, посмотреть, что вам для этого нужно. И так частями закрывать вот этот вот путь и идти ступенька за ступенькой дальше. Потому что сразу кажется, нет, я это не осилю эту цель, значит, я туда не буду идти. Нет, просто разбейте ее на маленькие кусочки, и все получится постепенно, шаг за шагом. Конечно, иногда это занимает дольше времени, чем вы можете себе изначально представить. Иногда, может, наоборот, меньше. Есть такое высказывание, мы очень сильно переоцениваем то, что мы можем достичь за короткий промежуток времени, но недооцениваем то, что мы можем достичь за большой промежуток времени. Тоже не забывайте это, и вы очень сильно удивитесь, когда можете увидеть, где вы окажетесь через 5 и 10 лет, например. Но можете расстроиться, что вы не достигли за год какой-нибудь определенной, слишком высокой цели, которую вы, может, себе поставили. Да. И все равно, когда вы расстраиваетесь, да, вы сильно не расстраиваетесь. Даже сейчас многие психологи тоже говорят, что вот эта жизнь инстаграмная, да, которую все люди преподносят ее, и говорят про успешный успех, какие они там успешные стали, как у них все хорошо, дома, квартиры. Вы тоже старайтесь этих людей не сильно, ну не то, что не сильно не смотреть, а просто делите, фильтруйте и делите эту информацию, в принципе, на два, потому что вы не знаете, какой был у них база, с какой они базы начинали, и вообще, что у них творится в семье, там, и так далее. Есть тысячи примеров, да, когда, например, говорят, ну да, мы приехали, да, ну сразу взяли там дом в ипотеку. Просто никто не говорит, что они там продали где-то там квартиру за 250 тысяч и с этими деньгами приехали сюда и взяли квартиру там или дом, как многие сегодня переезжают в Польшу и сразу там, ну мы купили, да, сразу приехали, купили в Польше дом, ну а что снимать там? Но они не говорят, что они приехали с капиталом в 200 тысяч евро. Мы когда переезжали сюда в Германию, у нас наш капитал был, ну, потому что очень много денег надо было там вкинуть в учебу, еще куда-то, и просто у нас было наличных денег, ну, если все отнять, ну, в районе там 5000 евро, с которых нам надо было купить машину, потому что было тогда, это уже 11 лет назад, ужасная автобусная обстановка, скажем так, общественный транспорт, который стоил просто невероятную кучу денег и который сегодня подорожал, и мы также им не пользуемся и, скорее всего, не будем никогда пользоваться, потому что он отвратительнейшего качества и очень дорогой. Пришлось нам купить машину, и то я хотел купить там BMW, и я просто посмотрел, что нельзя было нигде ее обслужить, а СТО и все остальное стоило огромных денег. Это также еще раз скажу. Сегодня это, конечно, намного проще, потому что много наших есть, которые там делают дешевле и еще что-то. Раньше это, конечно, не было этого. И мы взяли простенький Opel, на котором мы, в принципе, отъездили очень долго, и он никогда никаких проблем не приносил. И он до сих пор ездит. Уже там на нем пробег 300 тысяч, а я его покупал было 114. Я уже продали ему одним людям, те люди перепродали уже другим людям, и автомобиль до сих пор на самом деле ездит. В этом плане, конечно, вы должны соизмерять свои возможности и не смотреть, да, на других, потому что вы не знаете, какое у них было прошлое и вообще как у них там все дела обстоят в семье. Это очень важно. Это не мои мысли, это мысли психологов, которые
говорят, что вот эта вся жизнь инстаграмная, это все-таки такая красивая обложка, фантика, под низом неизвестно, что у вас будет. Поэтому очень важно сравнивать себя не с другими иммигрантами, как Ваня сказал, у всех разный старт, у всех сейчас даже разные условия. Сравнивайте себя буквально год назад. Есть же наверняка те, кто приехал 3-5 лет назад. Отлистайте вот в вашем телефоне фотографии, например, там, на год назад, на 2 года назад, или в самый первый год, когда вы только приехали. У вас всплывут в памяти какие-то моменты, и вы над ними определенно посмеетесь, что тогда вы чего-то не знали, например, или тогда вы не знали, сейчас вы смогли. И вот этот рост, который вы увидите ваш за несколько лет, он очень помогает также поднять самооценку. Я до сих пор вспоминаю тот момент, когда я уже упоминала про Икею, когда меня спрашивали на кассе, какой ваш индекс, и я не знала, я просто говорила там да, нет, и все. И потом, когда я поняла, что же они меня спросили, что они спросили после Цали, я его ответила, я просто так гордилась собой, что наконец-то этот момент у меня прошел. Я могу нормально отвечать на все вопросы на кассе. Сейчас это, безусловно, звучит смешно, но я помню этот момент вот даже спустя 10 лет почему-то. Но вы все равно не думайте, что если у вас там что-то спросят, вы сразу поймете, потому что буквально недавно, этим летом, я звонил там по поводу одного дела для иммигрантов в Ратхаус. И там мне сказали человека фамилию, я в этой фамилии сделал 5 ошибок. И из-за этого я неправильно написал имейл, и из-за этого мне надо было заходить обратно на их сайт и искать. То есть тут, конечно, вот это к теме, когда вы сдаете экзамены, да, и там есть аудирование, которое надо там послушать и записать. Я вам скажу, что это, конечно, такой полный бред, вот эта система аудирования и так далее, потому что это, ну, на самом деле, на каких-то высоких уже уровнях языка, когда вы будете экзамены сдавать, это действительно сложная тема, и даже люди, которые, вот как я, прожили 10 лет, я уже, в принципе, у меня нет вопросов, когда мне кто-то что-то звонит и говорит цифры или еще что-то, ну вот, и в этой теме я запутался, да, хотя они сказали, я неправильно написал его имя, фамилию и так далее, или когда, например, пишут, у некоторых людей, к примеру, в Германии есть фамилии, и в этих фамилиях слова, у них есть такие специальные буквы, Ю и так далее, и когда они в имейлах, вы не можете использовать эти буквы с умлаутами, с точками, и они пишут, например, ОЭ, и тогда вы вообще не понимаете, что, как его звучит его фамилия, и вы звоните и пишете там Мойшер или еще что-нибудь, в общем, ну, не сразу человек понимает, и до сих пор я это не всегда понимаю. Поэтому вы смотрите, как у вас должна эта ситуация протекать, и фильтруйте, да, всю информацию, которая вам нужна. Также, когда у вас достаточно понижена самооценка, разные причины могут быть, мы на них уже назвали. И вот Ваня упомянул, что есть много групп, да, русскоязычных. Наверняка у вас тоже есть уже какой-то опыт. Вы собрали опыт, не знаю, поиска квартиры в Германии, сбора каких-то документов, поиска курсов немецкого языка, да что угодно, поступление в садик, в школу. И вы сами можете помочь другим людям своим каким-то советом, опытом, поделиться, что вы делали, как вы что-то нашли. Это тоже помогает вам. Это вы пишете, вы кому-то помогли, у вас уже в голове такой маячок просто появляется. О, я это знаю, я с этим справился, я могу уже другим помочь. То есть я уже могу чем-то поделиться, я уже не в самом низу нахожусь, как человек, который абсолютно ничего не знает, для которого что-то новое. Это тоже поднимает вашу самооценку, что вы что-то можете, вы уже знаете, вы можете делиться информацией, так что тоже берите это на заметку. Да, но у нас люди, конечно, предприимчивые, и поэтому, как только они чего-то учатся делать, они сразу начинают за это деньги брать, это немножко другая история. Не всегда. Да, если вы все-таки помогаете безвозмездно, то это одна история, если вы помогаете за деньги, это, конечно, уже совсем другая история. И еще один момент я бы хотела упомянуть, различные курсы. Но курсы не немецкого языка, а вот если вы хотите, допустим, профессионально расти, хотите действительно изучить какую-нибудь тему, пусть не на уровне университета, либо хохшуле какой-нибудь, но просто чем-то занимать свой мозг еще в свободное время. Есть несколько сайтов, например, как Coursera, которые не помогают, а вы можете на них онлайн пройти курсы на абсолютно различные темы. Это может быть
курсы по изучению там машинного языка, программирования, курсы по психологии, по какому-нибудь развитию мышления. Миллион просто всего. Есть бухгалтерские курсы, это могут быть. И они чаще всего бесплатные. И там даже сертификат можно в конце получить по завершении этих курсов. Есть некоторые курсы платные. Бывают там курсы от очень классных университетов. Даже от Стэнфорда бывают курсы. Иногда там может быть оплата в конце, иногда оплата только за сертификат, иногда оплата за весь курс. Но просто посмотрите, там миллион возможностей, и вы часто найдете для себя что-нибудь интересное, что может быть для вас полезно. И когда вы дальше развиваетесь, учитесь, вы такие: о, классно, я там вот это узнал, я еще могу что-то новое узнать, применить потом. И это мне точно это помогает. Я всегда ищу какие-то новые пункты, где мне можно усовершенствовать свои знания, навыки, и вот эти сайты тоже очень помогают. Да, на эти сайты ссылок у нас не будет, потому что они не заплатили нам за рекламу. Если вы хотите помочь развитию канала, нажимайте в настройках этого видео, можно либо задонатить, либо стать спонсором канала. Спонсоры получают доступ к видео намного раньше, чем основные зрители. Также, если вам понравилось это видео и остальные другие наши видео, то ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы когда новые видео выходят, вы сразу получали уведомление, что пришло новое видео. Нам это очень помогает нашему развитию канала. Вам тоже это будет сразу информация, скажем так, из первых рук, из этой печки, еще горяченькое видео сможете посмотреть. Итак, подытожим. Вначале мы рассказали, что у всех иммигрантов есть такой момент, когда у тебя падает самооценка. Иногда этот момент наступает не один раз, иногда он может наступить через несколько лет. От этого абсолютно никто не застрахован, но буквально каждый через это проходит. Также мы назвали несколько способов, как с этим можно справиться, как помочь самому себе, какие способы. Если вы с этим справлялись, проходили через это, поделитесь вашими моментами в комментариях, что вам помогает сейчас, например, справиться с этим стрессом в эмиграции, с поднятием вашей самооценки. И то, что мы назвали, это не значит, что нужно обязательно этим всем пользоваться. Выберите несколько пунктов, которые ближе к вам, которые вы считаете: о, наверное, я могу это попробовать. И пробуйте. То есть мало просто прослушать эту информацию, обязательно нужно ее внедрять, обязательно нужно действовать, чтобы был какой-то результат. Просто от прослушивания, к сожалению, результатов не будет. Да, пишите в комментариях, и спасибо большое, что посмотрели это видео. Пока. До следующей недели. Пока.